Друзья, всем привет, меня зовут Виктория, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас будет тема, к названию я сразу скажу, отношусь довольно иронично, old money или тихая роскошь. Как-то это немножко так звучит, ну, как будто бы ты хочешь показаться богачкой, но на самом деле нет, ты богачка из Зары или из H&M, или там сами выберите. И мне просто, просто смешно из-за этого названия. На самом деле это же можно назвать классический стиль, да, простые линии, нейтральные цвета, бежевый, белый и так далее. Но стилисты нас должны удивить и вовлечь, вдохновить. И, наверное, это работает, я не знаю, мне забавно. Я знаю людей, которые так одевались и одеваются, и будут одеваться, потому что это, по сути, классический стиль, да? Ну ладно, окей. Поговорим об этом стиле. И хотелось бы сказать, что кажется, что раз это классический, да, вот там old money, тихая роскошь, что это должны быть какие-то классические ароматы. Нет, у меня в подборке есть ниша, и хочу сказать, что ее довольно много. И самое главное, что для меня характеризует этот тип ароматов, и особенно не могу сказать, что я 100% придерживаюсь такого стиля в одежде, в ароматах, в макияже. Нет, я иногда люблю что-нибудь такое яркое. Бывает у меня. Стараюсь не переборщить, надеюсь, что все-таки у меня это удается, но вот 100% классика это не мое. Я люблю все-таки это как-то миксовать. И поэтому ароматы я подобрала по принципу, они должны дорого звучать, они должны быть не громкими, естественно, да, они не должны заполнять всю комнату, заявлять о себе, они, скорее всего, повседневные ароматы, которые никого не задушат, со средним или с очень близким коже шлейфом. В них должно быть что-то, с намеком хотя бы на косметичность, да, вроде бы это характеризует люкс, классику, но у меня тут не только она. Но давайте начнем с классического аромата. Мне прям хочется с него начать. У меня они здесь лежат, я сейчас буду их так вот раз переворачивать. Это номер 5 от Chanel, версия Le. Это очень красивые альдегиды в начале, они современные. Вот опять же, да, так вроде отдаем дань классике Chanel номер 5 и альдегидам, но они другие здесь. Они кому-то даже напоминают аромат лилии, эти альдегиды. В них есть горчинка и холод одновременно. Тут есть цитрусы. Я бы даже это назвала грейпфрутом именно вот за счет горчинки в верхних нотах. Тут белые цветы, тут есть роза, но она звучит довольно тихо, хотя я вот ее ощущаю, но стала не сразу же ее ощущать. И тут есть древесность в базе. Аромат сидит близко к коже, он довольно хорошо держится. Я его люблю, просто обожаю носить летом, но его приходится очень часто обновлять, именно потому что хочется вот этих верхних нот, хочется побольше и подольше. Но аромат раскрывается, да, как все Chanel, он открывается и к базе становится таким уже более теплым, более сладким, и я его обновляю. Мне кажется, он прекрасно должен звучать весной. Давайте продолжим нишей. Это Royal Musca от Микалев. Да, тут даже название королевский мускус. Прям вообще. Здесь вначале есть малина в этом аромате. Я ее вообще не чувствую. Я чувствую какую-то такую абстрактную фруктовость. И в аромате есть такая шершавость. Мне кажется, тут такой мускус. Это он придает аромату шершавости. Аромат очень-очень дорогого уходового средства. Он держится долго. У него как раз-таки средний шлейф. И он хоть и играет, да, но вот я чувствую как и верхние ноты, что-то фруктовое, так и базу, и средние ноты, как-то вот все вместе. Если в Chanel, например, аромат, когда раскрывается, то верхние ноты, они прям там очень далеко отголосками, то здесь
я чувствую на протяжении звучания всего аромата. Мне очень нравится этот аромат, он дорого звучит, очень дорого звучит. Ну, конечно, если вы его полюбили. Ну, это ко всем ароматам можно отнести. Так, третий аромат – это Prada Infusion de Iris, аромат про ирис. Тут вот ирисовая настойка, как вот Prada заявляет, так оно и есть. Здесь ирис, мандарин, неролии и бензоин в базе. Аромат про ирис, как я уже сказала, он чуть-чуть, немножечко морковный, ну прям вот совсем самую капельку. Он запудривается, при этом сразу же он звучит свежестью неролии и мандарина. Он вроде немножечко и сладкий, вроде бы и пудровый, и свежий, то есть в нем такое сочетание. Есть в нем аспект косметичности, да, ирис, который запудривается, придает ему косметичности. У него есть один минус, он очень быстро слетает, очень быстро, но вот я ему это прощаю именно за эту красоту ириса. Все остальные ноты, они подчеркивают эту красоту, и ну, что поделаешь, приходится обновлять. Он прекрасен весной, зимой и осенью. Летом он очень быстро слетает. Мне просто жалко его использовать. Его просто надо каждые, не знаю, 15 полчаса обновлять. 15 минут, полчаса я имею в виду. Это, ну, как-то для меня перебор, поэтому я стараюсь его не использовать. А так он звучит, ну, от часа до 2. Мало, да, соглашусь, на одежде подольше может подержаться, но он очень красивый. Так, это мой новый любимчик. Аромат называется Рояль от Марески. Нанесу его еще раз. Еще раз, я сегодня просто в нем. Ой, это потрясающий персик с ирисом. По-моему, тут есть еще пион, есть грейпфрут, розовый перец. В базе амброксан и древесные ноты. И, тут еще есть ревень. Вот, чуть не забыла ревень. Он хорошо чувствуется. Аромат свежий, яркий, но не чересчур. Он освежающий. К базе тут пудра появляется от ириса, который находится в сердце аромата. Немножечко он к базе теплеет, но вот это яркость ревеня в сочетании с цитрусом и с персиком сохраняется. Ну вот у него довольно, я не скажу, что прям вот сильно близко к коже, у него есть немножечко шлейф, ну средний шлейф. На мне он держится 4-5 часов, то есть я прям ощущаю этот шлейф, когда там, особенно волосами, да, как-то взмахну рукой. Он понравился моему мужу. Он не часто отмечает ароматы, этот ему понравился. Это скорее летняя история, это Philosykos диптих. У меня он в туалетной воде. Есть еще такая парфюмерная. Здесь инжир, здесь плод инжира, лист инжира, дерево, по-моему, инжира. И еще здесь есть кокос, почему-то в некоторых источниках он указан, в некоторых нет, но тут есть кокос, это 100%. Он присутствует в аромате, причем это вот, знаете, такой разрубленный кокос, вот свежий, как будто бы его при тебе разрубили, и вот из него вот этот вот молочко кокосовое, сок кокосовый, господи, вода кокосовая, все перечислю, свежая такая, чуть-чуть сладковатая, и мякоть кокоса чувствуется, и немножечко такой зеленый аспект вообще. Тут есть зелень, потому что тут есть зелень, как будто бы рядом косили траву. То есть тут чувствуется этот аромат свежескошенной травы. Аромат необычный, хотя вроде бы такая тема, да, распространенная летняя, но он необычный. Вот у меня он соперничает с ароматами от Hermès. У Hermès тоже вот эти фужерное направление, тоже очень красивое. Но мне больше нравится диптих, потому что в нем есть нишевость. Он звучит нишево и необычно. Хотя Hermès тоже, конечно, очень красивые ароматы.
И это The House of Wood, Breath of the Infinity, дыхание бесконечности. Аромат про персик, опять же, да, как вот здесь вот, про пион и в базе кашмиран с амброксаном и мускус там еще. Мне очень нравится в этом аромате сочетание свежего начала, холодного довольно-таки, и кашмирана к базе, который делает аромат уже теплым. Мне очень нравится это сочетание. Я его ношу во все сезоны. Единственное, подозреваю, что летом не пойдет как раз-таки из-за кашмирана. Аромат вроде бы очень простой, лаконичный, но он звучит дорого, да, если он вам подойдет. Это молекулярный аромат, он раскрывается на всех по-разному, но если вам он подойдет, то это такая верная палочка-выручалочка на каждый день, куда угодно, никого не задушит. Просто, знаете, вот я его использую очень часто. У меня большая коллекция, и даже когда я подхожу и совсем не знаю, ну что мне сегодня надеть, я такая думаю, вот этот и я не прогадаю. Вот такой вот это прекрасный аромат. Вообще я увлеклась именно этим направлением, потому что вот, ну, когда вот просто на тебя там все бакары вместе с Киллиан, с Томом Фордами кричат я, и глаза разбегаются, ты такой, нет, знаете, начну вот с этого. И, кстати, большой плюс, что на эту кашмирановую базу аромата можно что-то потом наслоить, допустим, вечером, днем его, а вечером что-то уже более такое стойкое, шлейфовое. Так, и еще у меня есть здесь 3 от Леванта. Это от Леванты от моей Ульяшки, ее ароматы, и они все 3, нет, 2 от Шанель, 1 от Герлен. Так, начнем с Шанель. Здесь аромат, это беж, здесь есть мед и франгипани. Представляете, какая-то красота. Еще тут есть фрезия и, по-моему, жасмин, если я не ошибаюсь. Ну, какой-то белый цветок, однозначно не ядовитый. Я чувствую в этом аромате, вот я прям сразу угадываю Шанель. И у меня ощущение, как будто здесь вначале есть что-то альдегидное, хотя альдегиды не заявлены. Но вообще аромат белоцветочный, но, видимо, вот эта нотка франгипани, которую я здесь вот как франгипани, тот цветок, который обычно встречается в ароматах типа крема для загара, да, как мы их называем, пляжные ароматы. Нет, здесь какой-то абсолютно он другой. Просто что-то медовое с белыми цветами. Вот как это звучит. Прекрасен на весну и на лето. Особенно летом он звучит очень хорошо. И аромат, мне кажется, с названием прям очень подходящим к теме «Тихая роскошь» или «Old Money». Это аромат Джерси от Шанель, опять-таки. Здесь лаванда. И стартует аромат правда лаванды. Прям чувствуешь вот эту веточку лаванды. Он у меня сейчас вот здесь. Чувствуешь прям веточку лаванды, а потом она становится пудровая, она становится сладкая. Здесь есть ваниль, бобы тонка. Тут полевые цветы. Очень неожиданно, да? Я ничего такого не ощущаю в аромате. А потом жасмин, роза. Розу тут тоже практически не чувствуешь. Здесь со временем эта лаванда, лично на мой вкус, каким-то образом превращается в пудровую фиалку. Да, я почему-то со временем начинаю тут чувствовать аспект фиалки. Скорее даже, корни фиалки, да. Но, опять же, это как посмотреть. Если ты знаешь, что это лаванда, то ты это принимаешь за лаванду. Если бы я ее не видела, то, возможно, бы я ее отнесла к корню фиалки. Вот так вот необычно. Именно потому, что аромат запудривается. Вот именно из-за этого. Это все-таки больше, на мой вкус, пудровый аромат и ванильный. Ваниль тут тоже хорошо ощущается, но не бурбонская, а вот аспект сладости ванили тут ощущается. И аромат все-таки такой более классический, к базе. Для меня даже что-то есть похожее на базу от Chanel номер 5 в парфюме.
но именно вот к базе, да, именно когда уже ушли все альдегиды и чувствуешь вот эту вот ванильно-цветочную базу, теплую, теплую. Вот здесь такое же. Я просто обожаю этот аромат осенью. Осенью он просто на ура идет. И, в принципе, весной он хорошо, летом нет, зимой тоже. Почему-то в нем вот эта вот лаванда, она прям холодная, не хочется зимой, несмотря на его теплую базу, но меня вот не тянет. Хотя если вы любите лаванду и хотите ее в нем слышать громче, то его лучше носить в холодное время года, потому что лаванда тут в верхних нотах. Она потом начинает запудриваться и заслащиваться. Это Eau de Cotton от Guerlain из приватной линейки. Это та самая линейка ароматов, которые можно наносить на одежду. Они вроде бы как созданы вот именно для ткани. Катон — это летний вариант для хлопка, само собой. Здесь аромат стартует зелеными нероли, очень свежими, такими, как будто бы ты сидишь прямо под деревом и на тебя сыпется флёр-д'оранж, который превращается в нероли. Ну, там я не буду. Вы понимаете, да, что нероли — это на самом деле цветки флёр-д'оранжа, которые уже переработали и превратили в нероли. Ну, я так в общих чертах описала. В общем, эти нероли самые зеленые, яркие, цитрусовые. Но, что самое удивительное, аромат трансформируется, и он становится теплым и пудровым, и даже слащивается. В нем остается вот эта зелень и неролиевость. Такое есть слово. В нем остается зелень и вот эти нероли верхние, но он уже пудровый и довольно-таки сладкий. На сайте Guerlain написано, да, там есть шкала интенсивности, и там всего лишь одно деление, то есть Guerlain сам его считает неинтенсивным. Но на мне почему-то он очень долго держится. И старт у него вообще яркий, потом он уже ближе к коже сидит, но все равно я его ощущаю. Для меня такой он, не знаю, у него шлейф где-то 1,5 метра, 1,5 метра есть, а на одежде так он вообще очень долго держится. И у самой вот этой туалетной воды, это, по-моему, туалетная вода, цвет прозрачный, специально сделан для того, чтобы можно было наносить на одежду. Аромат на каждый день, хотя он и позиционируется типа летний, да, но его можно носить каждый день, его можно носить хоть в офис, хоть не в офис, куда угодно. И вот это сочетание потрясающее этой свежести, да, которая с утра может придавать бодрости, и вот этой теплой, но ненавязчивой базы. Это просто тихая роскошь. Ну, вообще это все тихая роскошь. Вот, друзья, я не знаю, у меня очень много ароматов, которые я могла бы отнести вот в эту подборку. Вот у меня прям там лежат. Давайте все-таки скажу еще про один. Скажу. Это Guerlain L'Instant Magique. Здесь миндаль, здесь в верхних нотах цитрусы, причем такие летящие, парящие, невесомые. Нет тут какой-то горечи и тяжести в аромате. Потом он запудривается, и это красивая фирменная герленовская пудра, но остается таким же летящим, нежным, невесомым. Он шлейфовый, но шлейф у него не навязчивый, но довольно-таки ощутимый. Аромат держится очень долго. На мне, буквально вот от нанесения и до самого душа на одежде, так может и на следующий день звучать. У меня есть вот такая вот версия, новая, да, с плечиками, есть старая в пчелках. Отличаются они скорее техническими характеристиками. Вот эта новая версия, она более летящая, более диффузная, то есть, более шлейфовая. Вот, друзья, вот такая у меня получилась подборка этих самых классических. Но я бы назвала, что это такой ароматы для классического стиля, для повседневного, для скромного в конце-то концов. Но вот тихая роскошь. Вот.
Все, спасибо вам, что вы были со мной. Поставьте, пожалуйста, палец вверх и подпишитесь на канал. Я знаю, что многие меня смотрят без подписки. Сделайте это, проверьте, да, может, вы уже даже и не знаете и забыли. Все, друзья, спасибо вам большое, что провели это время со мной. Я желаю вам хорошего настроения. Берегите себя. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.